Комментарий, у которого нет подписи. Если вы не знаете книги, рекомендованные как пособие по рисунку, живописи или композиции, то как вы изучали эти предметы только практически? Вот и возник вопрос, теория в рисунке, живопись, композиция не нужна, как и в музыке сольфеджио? Вы знаете, мне рассказывал Олег Теняев, многофигурный, известный художник, довольно-таки композиции. Я не помню, о ком он сказал, то ли о Мыльникове, то ли о Евсее Евсеевиче Моисеенко, скорее всего, о Мыльникове. Он учился в академии петербургской, и в разговоре с мэтром о композиции услышал такую фразу: «Все это фигня». Он выразился, Мыльников или Моисеенко, по-моему, Мыльников, мощнее. Эта фраза, это понимание совсем не отбивает желание познать непознаваемое. Композиция – это все-таки из этого разряда, как мне представляется. По моим опытам, гениальность художника всегда выходит за привычные рамки понятия о композиции. Он экспериментирует, нарушает привычные законы, выходит за них. Вот это самое, на мой взгляд, важно. Как вы изучали предметы, только практически? Да, практически считаю, что это самое лучшее. Практически осваивать любое дело. Знаете же, кто готовит какие-то блюда, что по рецептам делаешь все так, и получается ерунда. А мастер, который повар, что-то печет, и ты смотришь, и начинаешь чувствовать это на ощупь, по ощущениям, где сколько чего добавить, тогда может получиться практика, твое сильное, конкретное участие в процессе делает это чудо. Да, я изучал рисунок, живопись, композицию чисто практически и продолжаю это изучать. Как минимум лет 30 уже. Я ощущаю себя таким скромным учеником перед огромной горой. Я стою у подножья, много тропинок ведут вверх, и мне интересно карабкаться. Я выбираю свой путь, и каждый из нас свой, конечно. Книжки, безусловно, нужны по теории, но наступает какой-то момент, когда вы становитесь первооткрывателем. И тут практика решает все. Тонны краски пока не используешь, пока не просидишь миллион унитаза часов у картины, ничего не получится. Май Борисович читал, что Коровин на этюдах втыкал трость с черным набалдашником и прикреплял к нему белоснежный воротничок или манишку, не помню уже. Это было у него камертоном. Гениально, я этого не знал. Представляете, все время сравнивать самое белое с какими-то... Все белое в картине, или сияние, например, солнца, пятна с этим белым воротничком, оно же не будет уж так сильно сиять, если белый воротничок будет в тени, как тут быть. И черное все равно освещено светом неба, уже не будет черным. Но тем не менее, есть какая-то возможность с ними, с этими двумя контрастными такими цветами, противоположными цветами, сравнивать все, на что ты смотришь, все время внимание туда и на черный. Какой-то там темный самый в пейзаже, опять на черный набалдашник. Или белое-белое, опять на этот воротничок, манишку. И таким образом живопись будет сочная. Я поддерживаю. Можно просто использовать гаджет, зажечь на нем серый экран, и это всегда будет такой некий камертон. Такой художник Крымов читал лекцию, он свечку зажигал, наверное, все знаете. Я могу выложить этот материал в Телеграме, если кому интересно, у меня есть в электронном виде, о том, как Крымов использовал пламя свечи как камертон. Друзья, у меня сильно радостная новость для студентов, коллег, кто покупает у меня уроки из-за рубежа. Первый платеж уже прошел на киргизскую карточку. Все реквизиты будут выложены в ближайшее время у меня на сайте. Там, где продаются уроки, вы их увидите. Связывайтесь со мной по WhatsApp или по почте, и мы вам поможем. По крайней мере, первый платеж вчера прошел.
финансовый канал связи налажен, так что обращайтесь ко мне, и мы решим все с вами эти задачи в ручном режиме. Я проведу класс в Гурзуфе на майские праздники, там 2 группы. Будем писать глицинию, будем писать Гурзуф. Самолеты не летают, купейных билетов нет, но плацкарт еще есть, так что присоединяйтесь. Любовь Кашкирова. Южный пейзаж гармоничный по композиции, цветовому решению. Только не поняла, это авторское повторение или окончательное решение. Пейзаж слева больше понравился, в нем больше солнечных оттенков, он более теплый. В общем, для меня осталась загадка. Одна эта картина или две, даже 3, 10, 20. Я Чеховку писал много раз, и это какое-то очень удивительное место, потому что там все время все меняется. В разное время суток, разные тени, света, абсолютно всегда разные. Это какое-то место силы для меня. Поэтому-то, собственно, туда и езжу и приглашаю вас. И какие-то наиболее удачные решения я делаю в мастерской уже форматную работу. Вот и вся история. Так что один из пейзажей «Любовь» сделан на натуре, другой сделан в мастерской. Галина Малышева. Так бережно и возвышенно здесь смотрится красота женского тела. И атмосфера окружающая присутствует. А что это за карандашики у вас? Это акварельные карандашики. Ну, чем они интересны? Тем, что ты по-мокрому можешь ими елозить, и потом их можно чуть-чуть размывать. Так что акварельные карандаши плюс темпера, плюс акварель. Очень интересный эффект. Попробуйте. Сейчас очень много разных материалов хороших. Я еще добавляю пастель, но она дает более такую уверенную жирную линию, плюс акварельные карандаши и вот водные краски. Это интересно. Олег Сизаненко. Довольно завораживающее зрелище из хаоса картина. Интересно, художник, делая первые мазки, представляет, что получится в итоге? Нет, не представляет. Для меня это процесс живой. Я просто как бы примериваю разную одежду. То темную, то светлую, то яркую. Картина может измениться, ну, этюд или там вот набросок с течением времени, потому что ты уже все вроде бы сделал, и можешь опять все счистить или добавить другое решение. Но главное, что мне интересно работать по среднему тону, который есть вот основная, да, масса, и ударять светом. Ну, модель всегда освещена так, что довольно-таки контраст, но не лобовое освещение, а все-таки какое-то есть, ну, вот как сейчас контровой падает, вот мне это интересно, это моделирует форму. И если еще цветовая температура разная, там холод, тепло, то это совсем интересно. Ну, я еще и сам добавляю, экспериментирую, несмотря на то, что фон может быть однозначно серый, я добавляю какую-то жизнь в свою работу, как мне на этот момент кажется, какой-то, ну, свежесть какой-то вношу, какое-то решение ищу. Поэтому могут быть излишне преувеличенные холодные какие-то там составляющие в тенях, горячие в цветах или наоборот. Сам факт преувеличения в наброске – это довольно-таки интересный, оживляющий, обостряющий момент. Не случайно, видимо, мне всегда интересно рисовать шаржи. Это же обострение. И вот эта некая шаржированность, она вносится, может вноситься в такие работы, ну, форматного какого-то класса. Мне понравилось это у Фешина. Он же обострял типажи, он искал типажи. И в его работах это обострение, конечно, создает такую невероятную ауру, притягивает впечатление, обостряет впечатление, усиливает его. Предлагаю вам 44-й урок в моей онлайн-школе «Обнаженная темперой». Главное в этом уроке – научиться структурно мыслить. Поэтому сначала мы разбираем структуру фигуры в пространстве, положение ее всех частей по отношению друг к другу и как это все закомпоновать и выстроить на плоскости листа бумаги. Есть грудная клетка, на которую потом красота наложена, на нее, чтобы она прочитывалась. Поняв структуру, мы начинаем работать красками, цветом, мы начинаем лепить форму.
разделяя ее на свет и тень. В этом видео вы увидите приемы, которые позволят вам работать с формой, с любой формой, не только обнаженной, любым абсолютно материалом, маслом, акварелью, неважно чем. Такой структурный подход в живописи дает ощущение легкости в работе и отсутствие страха перед любой моделью. И еще одна деталь. В этом уроке я применяю помимо темперы, пастель и цветные карандаши. Мне очень нравится сочетание этих материалов. 44-й урок «Обнаженная». Удачи в живописи!